Изначально я не планировал снимать данный видеоматериал, но у меня появилось несколько интересных теорий по FNAF+. Но перед началом не забудьте подписаться и поставить лайк. Начинаем. Сперва поговорим о марионетке, которая появляется в тизере «Ночной режим» целых 2 раза. Но вопрос, зачем? Марионетка практически никак не относится к FNAF 1. Но если вспомнить, что в конце 2 части мы видели газету, где было указано следующее: аниматроники будут перевезены в новую, более простую пиццерию. Как мы знаем, события 2 части происходят в 1987 году, а аниматроников перевезли в пиццерию FNAF 1. Значит, пиццерия из 1 части берет свое начало в 1987. Но как это связано с марионеткой? Дело в том, что марионетку тоже могли перевести в эту пиццерию и переработать. Зачем Физном решил ее добавить в 1 часть? Усложнение геймплея, более раскрытая история. Тут и так все ясно. Или же замена Фокси? Да-да-да, недавно появилась теория о том, что Фокси сбежал. И об этом говорит тизер «Ночной режим». Да и самого Фокси нам в упор не показывают, ни на одном тизере. Но дело в том, что в оригинале его тоже не показывали, да и его бы сразу словили. Так что теория маловероятна. Да и зачем убирать всеми любимого персонажа? Теперь к следующей теории. Бонни все время ломает камеры и следит за нами. На старом тизере «Ошибка подключения» мы видим, как Бонни ломает камеру. Такая фишка была и в 1 части. И скорее всего, их там тоже ломает Бонни. Но есть одна интересная деталь во всех тизерах. В каждом за нами наблюдает Бонни. Скорее всего, и в тизере «Ночной режим». Ведь вот тут видно кое-какие глаза. Их заметил JMD13. И судя по всему, это реально Бонни. Ну и кстати, на этом тизере реально показан Фредди. Так, а зачем он все время следит за нами? Как мы знаем, Бонни самый активный аниматроник в 1 части. Ну и еще любимый персонаж Физнома. Об этом он сам писал. Скорее всего, он хочет проходить незаметно в любой ситуации, попробовать напасть и так далее. Это вполне логично. Но зачем он наблюдает за Фокси? Если так подумать, с Фокси вообще фигня происходит. Он бежит, идя к выходу, и непонятно зачем. Но если так подумать, скорее всего, Бонни где-то на сцене, и поэтому он наблюдает. А что если я вам скажу, что Спрингтрап будет в данном ремейке? Помните игрушки аниматроников из FNAF 3, которые нам показали на одном из тизеров? Возможно, они как-то намекают на локацию в мини-играх 3 части, то бишь пиццерия из 1. В игре может быть отсылка на это в виде потайной комнаты Спринг Бонни. Теперь о другом. Зачем нам показали данные кассеты? Судя по данному тизеру, пиццерия уже заброшена, ведь здесь есть паутина, повсюду бумаги, непонятно зачем монитор, и у меня есть догадка насчет этого. Вполне возможно, мы будем находить эти кассеты, чтобы больше знать историю пиццерии. Еще есть вот такой вот плакат с надписью «Пропал человек». Вы видели его? Сразу видно, данный плакат был отчасти вырезан. Непонятно, что он делает в комнате персонала, но скорее всего просто отсылка на пропажу детей. Теперь самое важное. Физном говорил в день выхода данных тизеров, что следующий тизер геймплейный. Значит, данные 4 тизер-трейлера, которые нам показали, точно не геймплей. И вот, только что я увидел кое-какую интересную деталь. В одном из тизеров FNAF+, на некоторых моментах происходит мигание. На 4, 36 и 47 секунде. Если их суммировать, выйдет 87. Но не об этом. Эти цифры могут что-то означать. В 4 части произошел один из укусов. А если добавить 47 и 36, выйдет 83. В 4 части произошел укус 83. И еще одна деталь. Если от 47 отнять 36, выйдет 11. Когда мы прошли все ночи во 2 части, мы видим, что 2 часть происходит в ноябре 1987 года. Возможно, отсылка на то, что укуса и вправду 2, но они очень похожи. И еще одна деталь. В концовке 1 части мы тоже видим дату, которая означает, что игра происходит в ноябре. Но нам уже давно подтвердили, что происходит данная часть в 1993 году. И это именно месяц, не число. Это мы можем понять по другим концовкам. Еще скажу, что 11 минус 4 равно 7. Судя по всему, FNAF 1 берет свое начало тоже 7 числа. Ведь в концовке указано 12 число. 12 минус 5 равно 7. Напишите, что думаете об этом. Также пишите свои догадки и теории. Мне будет очень интересно почитать. Возможно, я сниму еще несколько таких видеоматериалов. А всем пока!